итальянский трансатлантический океанский лайнер «Принцесса Джоланда», построенный компанией Cantair Naval di Riva Trigoso для судоходной компании Navigazione Generale Italiana. Названный в честь принцессы Иоланды Маргариты ди Савоя, старшей дочери короля Виктора Эммануила III, корабль предназначался для службы Navigazione Generale Italiana в Южной Америке. При водоизмещении 9210 тонн и длине 141 метр он был самым большим пассажирским судном, построенным в Италии 1907 года. Построен за 6 миллионов лир, по проекту Erasmo Piaggio лайнер принцессы Джоланды также был назван первым настоящим итальянским роскошным трансатлантическим лайнером. Она была одним из первых трансатлантических судов, оснащенных телеграфом Marconi Wireless, электрическим освещением и телефонами в каждой каюте. В 12 часов 25 минут 22 сентября 1907 года почти законченная принцесса Джоланда была спущена на воду перед большой аудиторией зрителей, правительственных чиновников и иностранных журналистов. Проехав по стапелю, корабль сразу потерял устойчивость и резко накренился на левый борт. Усилия буксиров и рабочих верфи по спасению ситуации, в том числе опускание якорей на правый борт для противодействия движению, не увенчались успехом. Через 20 минут крен судна был таков, что оно стало набирать воду через отверстия в верхних палубах. Вскоре она перевернулась со своими воронками на несколько метров выше и параллельно воде. В течение часа она наконец соскользнула ниже, пока не стало видно лишь несколько футов борта. У капитана, его гостей и рабочих на борту было достаточно времени, чтобы спастись в спасательных шлюпках. Пострадавших нет. Несмотря на то, что он был совершенно новым, судно было сочтено неподлежащим спасению, и обломки корабля были разобраны на месте. Двигатели были утилизированы и использованы на другом судне, теперь известном как Эсмелазоу. Техники верфи пришли к выводу, что спуск на воду Джоланда со всем уже установленным оборудованием и мебелью, но без угля или балласта, привел к тому, что центр тяжести оказался слишком высоким. Как только корабль начал крениться, крен увеличился из-за большого количества подвижного материала, что является примером эффекта свободной поверхности с участием твердых объектов, а не с более распространенными жидкостями. Вода попала через иллюминаторы и другие отверстия в надстройке, когда корабль накренился. Эти и другие ошибки, такие как слишком быстрый запуск корабля, вызвали фатальную нестабильность, приведшую к катастрофе. Далее предполагалось, что резкое изменение поперечной оси вращения во время спуска корабля по длинной пусковой рампе привело к тому, что нос прижался к самому желобу, когда корма ударилась о воду. Это могло вызвать трещину где-то в киле, что способствовало попаданию воды в корпус. Независимо от точной причины, в конечном итоге было установлено, что полная ответственность за гибель парохода была связана с техническими ошибками верфи при спуске на воду, а не с проектированием или постройкой судна. На момент спуска на воду принцесса Джоланда строительство ее родственного корабля принцесса Мафальда было хорошо проработано, и большая часть каркаса была завершена. Мафальда была спущена на воду в 1908 году, и большая часть ее надстройки была демонтирована, чтобы предотвратить такую катастрофу. Запуск был успешным, и Мафальда была полностью завершена в марте 1909 года. Она стала флагманом Navigazione Generale Italiana, а также служила офицерской базой во время Первой мировой войны. В 1927 году Мафальда затонула у берегов Бразилии.